Да, конечно. Всем азиатский привет, с вами Псал ТВ. В сегодняшнем ролике мы поиграем на новых картах. Первая карта поместье Ворона, и преимущество дано здесь Ворону. Объясню сейчас почему. Сейчас мы на центр пойдем, вот. Тут мы заспамнились уже. Так, сразу уже на ульту пойдет. Так, хорошо. В чем суть этой карты? Так, аккуратненько. То, что вот именно вот эта часть, которая вот тут, именно сделана только для Ворона. Хотя на самом деле можно и на Эдгаре перепрыгнуть, и на Броке можно перепрыгнуть, и на кольте проломать стенку, поэтому вот тут уже сломано. Поэтому, ну не знаю, вот так, хоп, добили. И что бы хотелось бы еще сказать. Так, окей. Это по этой карте то, что Эдгар тут тоже неплохо будет зайдет, потому что реально классная карта. Вот по поводу Динамайка, вот я честно не знаю. Может быть тоже классно будет, но опять же, вот так вот. Не знаю, вот так. Все, мы затащили новый китайский спин, кстати. Следующая карта, на которой мы будем играть, называется Водопад. Вот так она выглядит. Ну, вот прикольная карта, мы посмотрим, в общем, ее. По поводу бойцов на этой карте, ну, я не могу сказать, какие лучше, какие хуже. Почему? Ну, потому что тут, опять же, цикл, который прыгает. Допустим, какого-то вот Спраута или же Динамайка, может быть. Не вижу смысла брать. Почему? Потому что какой-нибудь Эдгар, либо же Брок может просто-напросто их замочить. Ну, мы по циклу пойдем попозже. Я просто баночки хочу собрать, да, сейчас. Так, мы возвращаемся на наш центр и сейчас будем лететь опять же снова. Смотрите, как мы летим по циклу. Сюда летим. Тут уже, видите, яд сразу же поступает, поэтому если прыгать, так прыгать с самого начала. И спавниться мы будем благодаря этим пружинам в серединке. То есть такой лайтовый проход по пружинам, и в принципе я думаю нормально. Ага, у нас ульта уже практически накопилась, и вот тут мы уже, видишь, на середине с тобой, но сейчас мы Тика должны замочить. Получилось, и остался Дэрил, который не прыгал там и решил остаться. В какой-то степени порой бездействие может помочь. Так, хорошо. Ну, практически. Сейчас еще одну ульту заюзаем. Так, ну последний бравлер остался нам, да? На затащение. Так, хоп, все. Китайский спин. Следующая карта, на которой мы будем играть, называется Прыжок в высоту. Много воды, много лабиринтов. И, ну, как бы получается так, то, что карта разнообразная получается, и ты как бы должен бежать, что ли, вот тут. Видишь, перепрыгнем с тобой, давай сюда летим. Так, портал у меня зеркальный здесь, это хорошо. Хотя там медведь где-то сзади, лучше вернемся обратно. Так, окей. Как-то, знаете, вот так бежишь, страшно, то, что тебя может так затащить, и все. Порой проходы, знаете, вот не всегда удачно бывает. Конечно. Поэтому для Брока карта это, ну, не знаю. В принципе, это нормально. Угу. Хорошо, пойдем дальше туда. Много банок, но к этому циклу можно прийти и без гаджета. Там есть определенная пружина, через которую ты прыгаешь и летишь туда, куда тебе надо. Так, ну давайте здесь сделаем дыры. Проход для нас, а то вот с этой пружины можно попасть на этот остров. Сейчас покажу как. Хоп. Угу. Видишь, мы с тобой попали на этот ой. Так,
Надо его замочить. Так, ну давай добьем. Или не добьем. Так, давай ящик соберем еще, да. Кстати, вот я знаете, что заметил? То, что именно вот... Так, хоп, 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 хоп. Ладно, окей. Просто лучше не идти сейчас, потому что идет именно поджог. Так, хорошо. Килл. Ну, в принципе, уже затащил игрок. Но, опять же, у нас центр с тобой здесь. И мы, возможно, больше, лучше выиграем. Не попал, обидно. Хотя, ну, уже не знаю. У меня тут не осталось улиты больше, и все, она прыгала и все. Поэтому вот так. Хотя мы на самом деле могли бы прыгнуть назад, я думаю. Или сейчас бы сделать, ну ладно. Следующая карта, на которой мы будем играть, называется Озерный парк. На этой карте, опять же, я буду играть Броком. Хотя, на самом деле, Пайпер здесь, наверное, будет и Бия хорошо тащить. Ну и другие бравлеры. Ладно, пойдем поиграем. Как мы видим, тут уже каждый спавнится в разных местах, понятное дело, друг от друга подальше. Угу. Кстати, этот азиатский спин такой прикольный. Так, ну тут у нас такие барьеры. Брок противника. Не знаю, Бе, наверное, то здесь тоже будет, точнее, и Бе, и Биби, точнее, да. Так, окей, хоп. Повезло. Так, ну боты сейчас между собой переломаются друг друга, да? Нет, не хотите ломаться. И опять же надо не забывать то, что через эти веревки можно тоже нанести урон. Так, Биби мы добили. И я думаю, хотелось бы посмотреть пока центр. Так, остался первый бот с 8 банками, как бы он первый, но опять же. Ну, тут уже все, ГГМ. Ну, карта прикольная, одним словом. Крайняя карта на сегодня, вот так она выглядит, поиграем на ней. Ну, тоже в какой-то степени напоминает два острова, на которых ты попадаешь через пружины и не можешь, там нету мостов никаких. И именно задача в чем? То есть, как бы создать такой режим, возможно, даже 5 на 5. И тут ты летишь через всю арену, просто через все, смотри. Оп, улетели сразу, такой нежданчик. Прикинь, там Динамайк был бы. Как ему было бы это, как бы у него горело бы. Просто жесть, я думаю. Так, и опять же, что хотелось бы сказать еще. Разные спамны, видишь, сейчас давай перейдем сюда в портал. Видишь, где тут тоже люди спамнятся, но опять же, что хотелось бы сказать. Спам прикольный. Почему? Потому что это как бы защитная такая территория. Так, все, мы добили. Сейчас будем лететь через всю карту. Вжик. Поэтому прикольно вот так. Угу. Ну, как бы, в принципе, когда яд будет подступать, ты вот благодаря таким прыжкам, возможно, будешь отхиливаться, либо защищаться. Так, еле выжили. Попробуем сейчас, кстати, туда залететь, возможно, что-нибудь получится. Посмотрим сейчас, где мы вылетим с вами. Так, отличненько. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О, классно. В прикольном месте заспавнились. И остался еще один игрок у нас, да? В портал мы не пойдем. Почему? Потому что он ведет сразу же в яд, а мы же не хотим с вами попасть в яд. А, где-то еще одна пружина должна, которая вести нас в... Куда там? Он тут уже умрет сам, наверное. Давайте с этой стороны зайдем и прыгнем через всю карту. А, не через всю карту, как я и сказал, прыгаем так. Отлично. Он уже начинает умирать пока что. Мы все летим. Давайте китайский скин, азиатский скин. И все, нет, все. Мы побеждаем, отлично. В общем, все на сегодня, ребятки. Всем спасибо, кто посмотрел ролик. Обязательно поделитесь с друзьями, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и приходите на стримы, поиграем на них. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока.
Чё? 1400 даблеров. Ну сколько можно даблеров-то давать? Я не знаю. Лучше дай бойца нового, пожалуйста, ладно? Спасибо. Видишь, я попросил, он мне дал нового бойца. Открываем. 6 предметов египетская сила. Ну ты прям вообще суперсел. Спасибо. Охренеть. Вот это аккаунт, вот честно. Просто легендарный аккаунт, на котором падают кучу бравлеров. Всем привет, с вами Псел ТВ. Сегодня мы откроем очередной Бравл Пасс. Давайте посмотрим, насколько мы прошли уровней. Прошли мы уже 51 уровень. У нас уже пройдены все квесты абсолютно. Давайте по обычных боксах, потом перейдем к бигбоксам, потом перейдем к мегаящикам. Так, ничего не выпадает нам. Так, листаем дальше. Так, так и так. Надеюсь, в этом выпуске уже выходит какой-нибудь новый бравлер, может быть даже мифический, может даже легендарный, но падают с этих кубков достаточно редкие бравлеры, как легендарочки, как эпики и мифики. Ну, тут начальные, так скажем, аккаунты, и на них попадает намного лучше, чем на более большие аккаунты, где по 10, по 20 тысяч кубков. Так, ну, сейчас у нас все по циклу идет. Мы сначала должны с вами выбить сверхредкого бойца, потом цикл у каждого становится свой, и возможно, что мы выберем. Так, открываем дальше. Барли, Приму. Так, кстати, с дорогой славы я выбил как раз этого редкого Приму, а Барли Суперсел ID, так. Угу. Ну, обычные ящики обычно не особо что-то радует. Надо вот не ждать, что что-то выпадет, и обычно это выпадает. Так, еще даблеров дали, хорошо. Все, приступаем к бигбоксикам. Так, ага. 64 монеты, много. О, смотри, сейчас, возможно, хороший бравлер выпадет. Роза. Третий редкий, хорошо, ладно. Следующий бигбокс. 74 монеты. Нита, 62 ниты, обалдеть, много дали. Так, ага. 64 монеты, Шелли, Бул. Много чего падает на самом деле по очкам силы, но нас интересуют сегодня бравлеры, поэтому надеюсь, что-нибудь выпадет. Еще даблеры? Уже 600 даблеров мы получили. Халявные даблеры, это классно. Так, ага, 70 монет. Она не горит. Еще 800 даблеров. Думаете, как это много для такого аккаунта, не сколько, как у меня. 74 золота, роза, нита. Так, дальше смотрим. Кстати, сейчас, возможно, бравлер будет. Да, правильно сказал. О, рикошет. Все, теперь цикл у нас свой становится. Возможно, что-нибудь выбьем. Так, листаем дальше. 55 монет. Нита, роза и барли. Да, кстати, вот я, знаете, что подумал? Помните то, что за Бравл Пасс вот эти 50 уровней дают 60 гемов? Я вот понял то, что лучше открывать не 2 бигбокса, а лучше по скидке открывать мега ящик в магазине за 60 гемов. И это намного лучше, я считаю, и приятнее. Поэтому также открою я мега ящик лучше. Так, 58 золота, гол, нита. Листаем дальше. Ну, бокс, так скажем, идут. Так, хорошо, не торопясь. Открываем, да. Не знаю, возможно, что-нибудь выпадет еще. Угу. Шелли, Бул и Джесси. Хорошо. 80 золота нам много. О, сейчас хороший бравлер, я думаю, будет. Ну, Пок это хороший бравлер. Как поддержка, да. Все, мы от редких избавились. Вот теперь уже начинается самое интересное, что нам выпадет дальше. Так, ну я надеюсь, нам не какой-то сверхредкий выпадет, и все будет как-то обидно и маловато. Так, 54 золота, Нита, Барли, рикошетик, да? Кстати, вот, не знаю, то не Рику вызывали его, то рикошет был. Как-то, о,
Что-то удивительный бравлер. О, Нани, эпический бравлер, как я и сказал. Наконец-то моя теория сбылась. Как минимум эпического бравлера мы выбили. Лайк за это, подписка, колокольчик. Так, хорошо. Это еще не вечер, у нас еще ящички остались. Вот, сейчас опять бравлер может быть? Не, казалось. То на таких кубках может и 40 падать. Так, уже крайний практически бигбокс будет. Что, еще 45 монет? А может сейчас такое будет, что еще бравлер. Ну, мы уже хорошее открытие, я считаю, уже и взяли нормально. Но это еще, повторяюсь, возможно, что-то изменится, возможно, что-то мы еще выбьем. Поэтому будем смотреть. Угу. Так, ну все, бигбоксы закончились и мега ящики. Самое приятное, самое вкусное. Так, ага. Первый мега ящик 6 предметов может быть? Нет. Только 5. Нита, Баррель, Шелли, Джесси и Розочка. Так, следующий мега ящик смотрим. Угу. О, 6 предметов сейчас, возможно, выпадет либо сверхредкий, либо же выше. Но я очень надеюсь, какой-нибудь там мифический бравлер, либо еще один эпик будет приятно увидеть, да? Фенни. Ну ладно, бывает сверхредкий тоже бравлер неплохо. Так, и уже 1000 даблеров у нас накопилось на аккаунте. Классно, классно. Так, листаем следующий мега ящик. Так, ага. Прикиньте, сейчас какой-нибудь лук нам выпадет. Мы такие, а это уже... он превратится в мифик и уже будет как-то обидно. То, что лего ты получаешь в конце сезона, который станет мификом. 1200 даблеров. Жесть. Я думаю, много набрать можно потом еще с этими даблерами. Так, ну и 3 мега ящика осталось. Угу. Пенни, Приму, Рольф, Джесси, Ани. Сколько еще? 1400 даблеров. Сколько можно даблеров давать? Я не знаю. Лучше дай бойца нового, пожалуйста, ладно? Спасибо. Видишь, я попросил, он мне дал нового бойца. Да, спасибо большое. Сегодня, по-моему, даже прикольное открытие за все прошлые открытия. Я думаю, это пока не самое наилучшее, но посмотрим дальше. Так, что сейчас нам выпадет? Ты, кстати, напиши в комментариях, какой редко сейчас выпадет бравлер, а я думаю, сейчас, возможно, выпадет, может, мифический. О, смотри, я угадал. Ну, реально мифический бравлер выпал. Ох, Ипсел ТВ, да. Молодец. И 1600 даблеров. Просто вообще на даблеры сегодня идет прям вообще фарт. Еще последний мега ящик открываем. 6 предметов, египетская сила. Ну ты прям вообще суперсел. Спасибо. Не знаю, никогда вам спасибо не говорил за этот год, но ладно, скажу спасибо. Прикольно. Реально прикольно сейчас. Не знаю, наверное, самое наилучшее открытие мое, которое было сейчас, да? Карл. Какой у нас? 3-й сверхредкий, ни хрена себе, да. Молодец. Повезло нам. Так, мы на следующий день еще немножко нафармили Бравл Пасс, и сейчас откроем награды. Гемы. Маленький бокс. О! Эдгар выпал нам. Охренеть. Вот это аккаунт, вот честно. Просто легендарный аккаунт, на котором падают кучу бравлеров. Так, открываем бигбоксик. 51 монета, но ничего не падает нам, да, ну это понятно. Обалдеть, сколько выпадет. Ну и мега ящик давайте откроем. 5 предметов, ну ничего, наверное, не выпадет. Бул, Джесси и Нани. Ладно, давайте откроем бигбокс все же. 2 бигбоксика за 30 гемов. Так, первый бигбокс полетел. 49 монет, наверное, ничего не выпало, да. Так, ага. И последний бигбокс на этом аккаунте. 77 золота, 14 барли, Шелли и Карл. Я думаю, 3000 золота у нас примерно будет. Да, 3000 золота у нас как раз и есть. Не, ну реально, необычный аккаунт такой. Эдгара еще выбили. 2 эпика, 2... В общем, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. Если вам нравится такая рубрика, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока.
Всем привет, с вами Псел ТВ. Очередной раз собираем Брау Пасс и открываем. Давайте посмотрим квесты. Смотрите, сколько квестов на Ните, на Шеле, на Кольте и на Буле. Огромнейшее количество квестов. Мы их пройдем, откроем Брау Пасс. Так, смотрим, какие квесты мы прошли. Так, 1500, еще 1500 и еще 500. Итого 3500 должно быть, правильно? 3500, так, тысяч, сразу 8 уровней, вы заметили? Так, мы еще прошли 7 квестиков. Давайте посмотрим, сколько мы заберем сейчас очков. Я еще заметил закономерность, то что когда вы фармите в конце сезона Бравл Пасс, вам необходимо набрать примерно 650 кубков, чтобы собрать и сделать все квесты. Ну, давайте приступим уже к Бравл Пассу. Сейчас мы будем его собирать полностью. Так, бокс, 52 монеты, барни, ниточка. Ага, обычный ящик открываем. Угу. Потом на гему еще, кстати, купим 2 бигбокса. Так, правый. Угу. Золото, нита, бул. Хорошо, идем пока. Так, хорошо. Бокс. 52 монеты. Ну, наверное, ничего не будет, правильно сказать. Так, сейчас выпадение редкого бравлера обычно идет сверхредкий, поэтому сейчас ждем сверхредкого бойца. Магнит. Угу, приму. О, что-то горит. Поку выпадает. Второй редкий бравлер. Что такое? Так, давайте откроем бигбокс. Мегаящики пока пропускать будем. Чтобы их на потом оставить, да? Обычный ящик. Ну-ка. Приму. Далее бигбокс. Угу, 95 монет. Кольт, бул. Так, кристаллики. Так, следующий, погнали. Ну, не знаю, тут вообще на самом деле примерно такой Бравл Пасс должен хотя бы один эпик выпасть. Но в прошлом ролике нам выпал нет другой браузер, поэтому посмотри прошлую серию, возможно, она тебе понравится, будет тебе интересно. Так, хорошо. В отличие от прошлого ролика, я нафармил... О, 100% сейчас будет браузер. О, Карл, сверхредкий браузер по циклу нам выпал. Вот сейчас, с этого момента у нас цикл свой. И наступает полный рандом, который мы выберем какой-нибудь хорошего браузера, да? Прима, бул, бары. Угу. Так, обычный ящик. Монеты, бул. Да, еще, кстати, наверное, я вангую то, что где-то около 3000 золота мы получим за этот весь Бравл Пасс, который откроем сейчас. Так, монеты, кольт, барли, нита, да? Пока как-то не густо, да? Может, сейчас что-нибудь попадется, не знаю. 60 золота, 8 прима, кольт. Очень надеюсь, потому что я потратил уже на это у меня 3,5 часа этот Бравл Пасс, поэтому очень надеюсь, что это выйдет. Так, 48 минут. Видите, как много бравлеров падает там. Угу. Так, не знаю, может еще в следующем сезоне сделать такую рубрику, собрать именно в следующем сезоне. Так, ага. Вот, кстати, красиво получается, когда неожиданно выпадает браузер с обычного ящика, и поэтому я решил открыть их не выборочно, а по очереди. Так, 200 даблеров еще выпало нам. Угу. Монетки, нита и навеси. Так. Угу. Пропустим. Видите? И... Угу. Очки силы и
Открываем бигбоксик. Золото, Булы, Джесси. Так, хорошо, пока у нас 60 гемов, давайте магазин закроем и включимся. Дальше, да? Нет, 7 монет, мне ничего не выпадает. Да, что-то... Так, да. Вот, что-то может сейчас выпустить, но нет, наверное. Да. Ну, сейчас посмотрим. Первый мегаящик смотрим. 6 предметов. Сейчас, наверное, какой-то бравлер будет. Возможно, редкий, возможно, сверхредкий. Очень надеюсь, что будет какой-нибудь хороший сейчас бравлер. Очень сейчас надеюсь. Блин, роза. Последний редкий выпал нам. Ну, такое. Прям совсем. 5 предметов. Ну, не знаю. Пока открытие. Так себе. Маловато слишком бравлеров. Так, по-моему, предпоследний бигбокс. Конь, Прима, Барли и Джесси с Розой, да? Но много кто-то фармится, все остальное так. О, 6 предметов. Сейчас, возможно, либо сверхредкий, либо выше редкость. Но я думаю, скорее всего, выпадет какая-нибудь Файпер или какая-нибудь такой эпический браузер. Чего, серьезно, Дэйв? Что, все так плохо, что ли? А, у нас шумно. Не все так плохо, но 5 предметов, к сожалению. Ну, посмотрим сейчас. Хоп. Хоп и роза с попа, да? Так, я немножко прошел Brawl Pass еще. Давайте посмотрим, что нам тут выпадет. Так, 76 монет. Бул, Джесси и Роза. Открываем мега ящик. Надеюсь, что будет нормально, что-то выпадет нам. Нет, есть 5 золота, Кольт, Кар, Бул, Роза и Эль Примо. Давайте подведем итоги по бравлерам. Что нам выпало? Нам выпало 3 редких бравлера. Барли мы забрали. Суперсел ID. Потом что у нас выпало? 2 сверхредких бойца. Ну, в принципе, прошлое открытие было повеселее, покруче. Ну, ты обязательно посмотри его. В общем, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась такая рубрика, держите меня лайком, подпишитесь на канал. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока. Смотри, сколько квестов на Ниту, сколько у меня... Смотри, сколько у меня квестов. А давайте сейчас пройдем и посмотрим, сколько у меня будет за все время. Поэтому давайте посмотрим, сколько я нафармлю. И потом уже, когда фарм мой закончится, я покажу, что будет. Внимательно смотрите, сколько сейчас нам дадут плюс к новому уровню боксов. Смотрите сейчас. Внимательно смотрите. 4400. Обалдеть. Смотрим дальше. Плюс. Смотрите, сколько квестов. Миллиард квестов мы еще выполнили. Плюс. Давайте посмотрим, сколько нам дадут сейчас. И 2500. Ништяк. Классно. Уже 26 левелов мы осилили. Уже у нас сколько? 2500 еще, я так не понимаю, будет. Сейчас посмотрим. И какой мы уровень уже апнем? 3500. Так, вот я прошел все квесты уже на ниточке. Так, и посмотрим, сколько сейчас нам дадут уже за это все. Так, вот я прошел все квесты. Смотрим внимательно, 2500. И посмотрим, сколько сейчас нам дадут уже за это все. Подводим итоги, что как получилось. В общем, квесты у меня практически все собраны, сделаны. Ну, тут осталось пару квестиков, но они ничего особо с ними не зарешают. И какую теорию я могу вывести? К концу сезона набирается около 50 уровней. То есть, ну, допустим, до 51-го мегаящика вы закроете, и все. Больше, наверное, навряд ли закроете. Ну, как будем открывать ящики? Сначала обычные, потом большие, потом мегаящик. Давайте начинаем. Первый ящик 50 золота, Шелли. О, да, блин, нормально. Так, следующий бокс. Золото. Далее. Смотрим дальше. Угу. Неплохо так идет пока.
Ну, это пока обычные ящики, сейчас мы их по-быстренькому прокликаем, и потом уже приступим к нормальным наградам, там, бигбоксам, мега-ящикам. В принципе, считаю, это реально действительно классно, то, что сейчас в конце можно так открывать по-быстренькому, и потом уже нафармиться. Так, что-то падает? Нет, там. Ну, простые ящики на самом деле не особо классные, но бывает с них падает или. Так, и... Угу, Джесси Кольт выпал. Так. Ну и потом подведем итоги, конечно же, в конце ролика, как что мне что выпало. Последний обычный ящик, ничего нам не выпало. Так, ну начнем с бигбоксов теперь еще, да? Первый бигбокс 44 монеты. О, светится. Как думаете, что сейчас нам выпадет? Роза, да? Розочка нам выпадает, классно. Даблеры пригодятся. Бигбоксик. 89 монет, наверное, ничего. Да, ничего не выпало нам. Следующая. Это одна монета. Угу. К следующему бигбоксу. 46 монет, но ничего не падает. Далее. 74. Даблеров, я думаю, тут нападают нам. Может быть, один эпический выпадет и все. Потому что тут нужно выбить что-то хорошее тут. Мне еще даже редкий. О, сейчас будет хороший бравлер, я думаю. Да, Джеки правильно сказал, что сверхредкий выпал нам. Ну, это по циклу. Далее смотрим. 88. Угу, Ника. Так, ага, 53 монет. Даблера. Идет. Так, еще бигбоксик, 57 монет. Джеки. Угу. 144 золота, молодец, много. Не знаю, у меня золото, вот, бигбокс радует, прям по 200, но это много на самом деле. Так, хорошо идет пока. Да, кстати, ты когда-нибудь пробовал так делать, то что в конце сезона набрать, так и потом просто сделать такое открытие. Возможно, я еще сделал какую-нибудь еще дополнительную серию, возможно, в будущем, но это посмотрим по просмотрам, по вашему желанию. Будет ли оно у вас еще смотреть такие серии? Так, ага. Но уже бигбук заканчивается, что является странным. То, что выпало нам Джеки и один редкий бравлер. Ну все, давайте открываем уже гемы. Предметов сейчас, да? Да, 6 предметов, здесь снова боец, значит. Так, хоп, Роза, Бул, Джесси, Нита и Кольт. Так, и смотрим, что выпадает. Нам выпадает Поха. Достаточно такой боец уже нормально. Так. Следующий мега ящик. Так, ага. О, 6 предметов. Сейчас, наверное, последний редкий допадает. Все нам. И посмотрим, что дальше будет выпадать. Так, Роза, Джесси и... О, Байрон, смотри. Мифический бравлер. Ну, ништяк, ништяк. Классно тогда. Не зря фармил Бравл Пасс. Нормально так. Ну, где мы, может, еще потратим на что-нибудь там? Какой-нибудь лесот. 5 предметов. Ну, тут, наверное, ничего не выпадет. На Поко, Джесси и Джеки. Так, золотишко. Гемасики. 50 гемов уже классно. Мега ящик и 5 предметов, да. Джесси, Роза, Шелли, Поко и Байрон. Да, так, и остался последний мега ящик. Сейчас смотрим. 5 предметов, да? Угу, Джесси, Кольт и Бул. Ну, в общем, что могу сказать? Значит, еще гемы есть, у нас что-нибудь в магазине есть? В магазине ничего нету. Вот не знаю, может мне Бравл Пасс открыть немножко. Соберу еще. То 7 золота, но ничего. Да? Так, ну и подводим итоги, что мне выпало за этот Бравл Пасс. Один мифический бравлер, один сверхредкий, 2 редких бравлера и все. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Всем удачи, хорошего настроения и пока. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте
Всем привет и добро пожаловать на канал Upsell TV. В сегодняшнем ролике мы с вами обсудим оформление моего канала, как они делались, плюсы, минусы и всякие нюансы, связанные с этим оформлением. Приятного просмотра! Самое мое первое оформление сделано в стиле Clash Royale. На аватарочке изображен громовержец с обработкой молний, там картиночек, наложенный текст. Что еще плюс, то что канал раньше назывался не Upsell TV, а The Super Upsell TV. Посмотрим интро к данному оформлению. Как вы видите, это оформление также сделано с громовержцем, оно длится 20 секунд. Что еще хотелось бы сказать по поводу этого оформления? Как вы видите, здесь за Super Upsell TV, плюс сделано еще и в том формате, то есть она сделана не горизонтально, а вертикально, что является не особо хорошо, ну и как-то так. Длится 20 секунд, тоже является огромным минусом. Последнее оформление по Clash Royale является это. На аватарочке изображен кабан и всадник на красном клетчатом поле. Сейчас поговорим о шапке, которая была поставлена у меня на 100 подписчиков. Тут вот так она выглядит, здесь написано Upsell TV, и тут какая-то что ли арена, что ли, как-то сделано вот в стиле опять же Clash Royale. И вот на этом оформление по Clash Royale заканчиваются, и переходим мы к Brawl Stars оформлению. Первое оформление по Brawl Stars на моем канале было именно вот таким. Леон Салли, Випсел и каких-то много эффектов. Огоньки, звездочки, крестики и прикольная надпись Upsell. Переходим к следующему оформлению. Такая шапочка по Brawl Stars. Сразу скажу, она для компьютерной версии YouTube. Выглядит она относительно так непринужденно, не какой-то там супер-пупер шапка, ну просто, так скажем, временная шапочка, которая у меня стояла не особо долго. Следующее легендарное оформление по Brawl Stars на моем канале было вот это. На этом оформлении изображен Спайк и Леон Салли, только почему-то он зеленый. Текст цвета градиента и изображен, но это все на тропическом лесу каком-то таком, не знаю. Оверлей у меня раньше был по Brawl Stars, на нем изображен Спайк и Ворон, текст градиентом выполнен, и используется он всего лишь в одном ролике. Кстати, напиши в каком, если ты правильно напишешь, то ты попадешь в комментарий в следующем ролике. Очередное оформление по Brawl Stars, здесь уже шапка сделана на телефон, здесь мы видим Рико и Пиона. Оформление прикольное, но немного сильно зеленое, но в любом случае оно классное. Переходим к следующему оформлению. Это оформление является одним из самых лучших. Здесь изображен Леончик, здесь изображен Мортис. Леончик изображен в пустыне, Мортис в какой-то пещере. И какой-то идет дождь из чупа-чупсов. Также, что хотелось бы сказать про текст. Текст сделан замечательно, очень хорошо подсвечен золотым, поэтому это оформление я считаю самым лучшим. Мало кто помнит это оформление, оно все прожилось одну неделю. Потом я его поменял на старое и вот так. И оформление, которое находится прямо сейчас на моем канале. Наверняка вы его видели, может замечали его когда-нибудь, но сейчас мы про него проговорим. Шапочка опять же с Леончиком сделана, Леоном Салли как раз по теме канала. Красивым текстом изображено. Потом, через какой-то промежуток времени, я разработал аватарочку этой шапочки, и получилось достаточно стильно и под оформление. Еще сейчас вы увидите интро, одно и второе, которое было сначала под одну аватарку, потом я сделал под вторую, и получилось достаточно классно. Кстати, напиши, какое тебе оформление понравилось больше, первое или второе. Сейчас будут фанарты, которые сделаны с Upsell TV, их не особо много, но все же посмотрите. Сейчас будут фанарты, которые сделаны с Upsell TV, не особо много, но... Данное оформление ты можешь посмотреть только у меня в ролике, оно никогда не попадало в главную шапку, там, ну этого никогда не было. Почему? Потому что не сделана шапка не по размерам, и либо Ворна, либо Мортиса сильно обрезала, это казалось уже не особо красиво и не особо так. Ну этого никогда не было. Почему? Потому что не сделана шапка не по размерам, и либо Ворна, либо Мортиса сильно... То есть если вот, допустим, у вас 10 гемов, я, допустим, здесь заюзаю по он не успеет войти, то можем здесь войти вот так, хоп, и как-то вот так.
неприятное сейчас событие, то что тик очень бесит, очень сильно бесит, как никогда. Давай мы запустим нашего бота сюда, чтобы он тоже нам помогал. Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас захват кристаллов, новые карты от меня, поэтому посмотрим. Первая карта у нас называется «Корабль крыс». Такой необычный корабль, погнали. Возьмем мы Спайка. Что мы тут видим? Безусловно, мы видим карту в форме корабля, на котором есть палуба и другие препятствия. Спайк почему здесь будет тащить, я думаю, объяснять вам не надо. Вблизи он очень сильно наносит урон. Классно так, поэтому посмотрим. Ну, безусловно, тут очень много кустов. Ну, почему много кустов? Почему? Потому что много припасов получается здесь. Ну и как бы дно корабля, иначе как бы корабль был пустой, что ли. Как-то так. Я в этом суть. Какие же тут бравлеры будут тащить? Я думаю, Гейл будет прикольно обходиться здесь. Ну, Шелли, понятное дело, здесь будет просто выносить всех и вся. Я не знаю, какая хилирующая, да? На Спайка. Окей, нормально. 8 бит прикольно, кстати, обходится здесь со всеми. По поводу, наверное, Динамайк, вот здесь Динамайк, я думаю, 100% будет тащить. Вот Барлей не знаю, вот совсем не знаю, такое спорное. Живем. Так, и что могу сказать? 10 кристаллов, надо отступать, защищаться. Давайте я на себя, на себя не буду. На себя отхиливаемся тут, и остается 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы затащили первую карту, отлично. Следующая карта называется «Пружинная диска». Тут очень много пружин, и такой лабиринт необычный получается. Такая у нас необычная карта, лабиринт с пружинами. Посмотрим, как он идет. Ну, безусловно, прыгаем вперед, чтобы получить гему. Давайте им поможем. Раскрыться, это мы только нам по сильно попало. Но не особо сильно, мы ее стащили почему-то. Так, ну благодаря этому мы можем наносить урон, раскрывая карту. А так надо по пружинам прыгаешь правильно, и потом только попадаешь на нужную координату. Так, сюда. Но мы не будем ломать специально эту штуку, чтобы нас потом никто не подбил. Давай мы запустим нашего бота сюда, чтобы он тоже нам помогал. Ну и как-то так. Лабиринт проходится за пару прыжков, и ты показываешь на центр, и потом можешь вернуться в исходную точку, если ты прыгнешь на пружину либо у врага, либо же у себя. Что является тоже хитростью. Так, ульта уже была, да? Ну и давайте я сюда запульну. Безусловно, я ломать тут ничего не буду. Почему? Потому что я сейчас не хочу, чтобы мы отлетели. Вот видишь, бот уже прыгает дальше. Ну все же, надо защититься от этого и не ломать. Надо аккуратно. Нажми. И все. Карта закончена. Молодцы, хорошо сыграли. Следующая карта у нас называется ОМГ. Вот так она выглядит. Напоминает форму восьмерки. На этой карте будут тащить, безусловно, Гейл, наверное, Булы, Шельки. Ну и такие бравлеры, как Кольт, Карл, Бе, наверное. Что, какой плюс от Гейла, тут я сейчас покажу вам. Вот так, ставим аккуратненько пружину, перепрыгиваем уже сразу на центре мы, и тут аккуратненько подбиваем всех. Так, ну и кашет здесь тоже, кстати, классно будет идти. Почему? Потому что тут классно получается. Ну, Роза, кстати, вот Роза, забыл про Розу сказать. Как Роза? Забыть. Почему? Потому что Роза здесь очень тащить будет. Почему? Потому что у нее щит блестящий, который будет очень сильно помогать. И вот как-то так. Потом кто еще? Скорее всего, будут еще другие бравлеры тоже тащить. Я, может, еще не все назвал. Почему? Потому что слишком много бравлеров, которые будут тащить на этой карте, я думаю. Так, и кто-то еще там, да? Ай, добили меня, жалко.
Роза, кстати, вот роза забыл. Так, окей, хорошо. Дэрил. Здесь тоже Дэрил будет почему тащить. Почему? Потому что он может через воду перепрыгнуть, так скажем, и безнаказанным остаться. То есть халявные гемы получить и вот как-то так. Роза, точнее не Роза, а Эмс очень сильно палится со своим кругом, которым мы сможем оттолкнуть просто-напросто, да? Остается один гем нам, да? Так, ну все, я отступаю, безусловно, назад, прыгаем на пружине. Ну и возвращаемся здесь, также скажем, обороняемся и как-то так. Прыгать сейчас будем специально, может быть, если успеем, но нет. Как-то так. Следующая карта, так называемая. Вирусная такая карта необычная. Ну, с учетом то, что ты должен перепрыгивать, лететь как-то, ну, не особо классно. То есть пружины тебе мешают в основном. Сейчас переходим к следующей карте. Вот такая она необычная у нас. Много пружин, много чего нужно будет добегать. Сразу же юзаем. Это уже гаджет юзаем. Залагал аж. Ну, перепрыгиваем сюда, безусловно. Посмотрим, как будут. Ну, тут дальники, безусловно, будут утаскивать очень сильно. Это наш кольт. Сейчас будет не наш тик, да? Мы спасаемся, да? Эти по-прежнему бегут, летят, пытаются нас подбить. Так, где-то они будут сейчас красного и зеленого, значит, нам нельзя вот на эти попадаться, да? Ебать, видно нас, видно. Плюс еще на нашей стороне очень плохо. И туда за гемами. Бежать. В центре тоже очень много гемов. Целых 4. Значит, нам надо рядом с тиком выйти и вытащить. Да, неприятное сейчас событие, потому что тик очень бесит, очень сильно бесит тик, как никогда. Не бесил он. Так, у нас уже 6 гемов, тоже классно. Ну, будем собирать гемы, а потом уже будем вылетать, наверное, оттуда и тащить. Так, ну что, осталось... Все, собрали все гемы, да, отлично, молодцы. Так, перепрыгиваем к этому. Летим, забираем ульту и прыгаем за гемами, оскользим, и все. Выигрываем, молодцы. И крайняя катка на сегодня, на которой мы поиграем на Карле. Такая карта. И карта. Ну что, хитрость в чем здесь этой карты? То есть нужно лететь, бежать туда. Так сразу делаем. И уже смотрим. То есть тут сразу же телепорт опять же есть такой, чтобы врага поймать на этом телепорте. Также тут нужно понимать, потому что тебя могут обстрелять со всех флангов. У тебя нет какой-то тут защитной стены, которая тебя будет защищать и обеспечивать безопасность. То есть тебе нужно со всех сторон понимать то, что тебя два кольта тут зажмут каких-нибудь или бар, или вот как меня сейчас они зажимают, сейчас жестко. Так, ну кидаем сюда. Ну и будем потом отступать либо туда, либо туда. Если же вас немного покалечат, то вот здесь мы обойдем сюда. Нас покалечим, или мы сюда перепрыгнули и здесь остаемся. Пока давайте телепортик попользуемся телепортиком, да. Также можем обратно уйти в этот же телепортик, ну как-то так. Такая зона, в которой можно спрятаться, но вот здесь на этой карте не особо сильно получится это сделать. Так, ну вот мы начинаем откупать. Не знаю, куда прыгнуть нам, ну подождем пока. И будем потом. То есть если вот, допустим, у вас 10 гемов, ну я, допустим, здесь заюзаю портал, но не успеть войти, то можно здесь войти вот так, хоп. И как-то вот так. Прыгнем, вот так здесь остаемся, и вот как-то так заканчиваем этот бой. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилась карта, то пишите какие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
То есть, если вот, допустим, у вас 10 гемов, я, допустим, здесь заюзаю, пожалуйста, вы не успеете войти, то можно здесь войти, вот так, и как-то вот так. Прыгнем, вот так, здесь остаемся, и как-то так заканчиваем этот бой. Всем спасибо за просмотр. То бот какой-нибудь тут появится, я вот не знаю, резко кто-то появляется из портала, и потом ты думаешь, блин, ну классно, круто. Всем привет и добро пожаловать на канал Вебсел ТВ. Сегодня у нас ШД-карты, наконец-то, да, я построил новые ШД-карты, поэтому я надеюсь, что вам они понравятся, вы поставите лайк, и если вы не подписаны, конечно же, подпишитесь на мой канал. Первая карта у нас называется Legendary Arena. Вот так она выглядит. Начиная снизу, ты должен 25 пружин перепрыгнуть, чтобы затащить и попасть на центр. В центре, тут, как мы видим, противостояние двоих персонажей, там 40 банок, по-моему, и кто победит, неизвестно, поэтому пошли, посмотрим. Интересно сейчас, где мы заспавнимся. Вот. Снизу мы заспавнились. Почему? Потому что показать, как алгоритм сделан. Допустим, начинаем прыгать, вот так, прыгаем сюда, сюда. Классно, да? То есть карта очень долго делалась, ну, мной. Я, наверное, потратил на нее минут 40, может быть. Ну, чтобы правильно сделать ее. Каждую пружиночку поставить, каждую... продумать штучку всю. Тут уже яд наступает, ну, подступает к нам, да? То есть нужно тоже понимать это. Плюс еще у нас такой, у Эдгара есть штука перепрыгнуть куда-то и попасть на центр побыстрее можно с ним. Либо же на каком-то другом там броке, дистанционном бравлере, у которого есть гаджет, допустим. Но у нас сейчас нету гаджета, поэтому мы сейчас играем только с ультой. Вот мы уже попадаем практически на середину. Осталось пару пружин. Плюс еще... Просто заметьте, сколько пружин уже мы прыгнули. Это реально очень огромное количество. Так, уже почти конец. И мы наконец только сейчас уже всех убили, уже только в центре карты. То есть, по сути, кто начинает снизу, тот практически в 100% выиграет второе место. Следующая карта, на которой мы поиграем, Снежинка Тьмы называется. Вот такая необычная карта. Прикольная, мне нравится. Ну, думаю, будут многие дальники тащить и ближники, которые в кустах засядет, там какая-нибудь Шелли, и будет тащить. Хочу сказать то, что тут вот как динамайка вот прикольно получилось, то, что тут. Ну, посмотрим. Плюс еще тут круговая такая карта у нас. Заставляет, ну, если мы будем прыгать на пружинах, улетать высоко так, да? Плюс еще много чего интересного, да? Я второй мы вот тебя немного подъедим. Но видишь, он упрыгал, он молодец. И вот как-то так. Так, давай мы ульту заюзаем. Да, победили. Как-то так. Ну, карта, я честно скажу, интересная, прикольная, но тут же надо тоже понимать, как прыгать, что надо делать.
И вот потому что можно вот так Динамайка тоже проиграть. Так, у нас уже остается 2 игрока. Ой, кто там? Давай посмотрим с тобой тут, кто тут. 8 бит. Мы 8 битом навряд ли сейчас дотащим с моим количеством здоровья, но если грамотно подойдем к нему, неожиданно, то можно победить. Как обычно делает грамотная шелька, подойдет вблизь и начнет пару тычек сделает и уже затащит, да? Так, и тычка почти вот не хватило мне тычечки и, может, затащили бы. Вот как-то так. Следующая карта, на которой мы поиграем, называется Порт Роял. Вот такая карта. Суть этой карты, то есть тут центр такой, и если куда-то ты хочешь убежать, то тебе придется пройти цикл, чтобы обратно вернуться на центр. Поехали играть. Что мы тут прежде всего видим? 4 игрока в середине, тут сбоку еще по 2, и уже такое достаточно большое количество игроков получается. Я, безусловно, хотел бы прыгнуть туда, но сейчас посмотрим, почему, потому что не хотелось бы, чтобы какой-нибудь бравлер нас подбил. Такой центр прикольный, красиво сделан мною. Давай мы с тобой прыгнем туда, и я покажу, что про какой цикл я тебе говорю. Давай сюда лучше прыгнем, потому что это нашили, по-моему, нравится. Сюда прыгаем, вот так. Так, по циклу прыгаем, и уже перепрыгаем сюда и прыгаем вновь на центр. Давайте посмотрим еще, что еще хотел бы сказать, посмотреть. Давайте сюда запрыгнем. Такая прикольная карта. Вот тут надо тоже вернуться. Там снизу у нас уже яд подступает, поэтому мы туда не пойдем. Ну, там такого интересного ничего нету. Там тоже по 2 игрока спавнится, и вот как-то так. Кто-то уже хорошо тут почистил, зачистил. Карта, наверное, какая-нибудь Шелли. Потому что такой радиус обычно носит только Шелли, либо же какой-нибудь Эльприму. Так, по здоровью осталось у нас 3 бойца. Угу. Давай мы с тобой прыгнем, да. Возможно, к Тику прыгнуть можно будет, но, увы, у нас еще есть, это же птичка, да? Хорошо, значит, перепрыгнем еще и посмотрим, будет схватка с Шелли у нас. Посмотрим, да. Главное успеть и правильно заюзать гаджет. Ну, ты это зря сделал. Почему? Потому что он уйти, никак никаким образом не сможет уже. Я тут могу просто встать, смотреть. И поговорим о карте еще. Тут такой, можно сказать, порт. Почему называется Порт Роял? Потому что тут такие склады лежат, такие штучки лежат. Ну и как-то так. Много воды, и как бы, наверное, корабли заезжают сюда. Карту сколько я строил? Не особо долго эту карту строил. Больше я всего строил карту, на которую мы уже поиграли с вами. Вот как-то так, топ-1 мы забрали. Перейдем к следующей карте. Называется Горизонт Смерти. Вот такая карта. Не знаю, как вам. Мне нравится эта карта. Не знаю даже, для кого она будет хороша. Вот честно, не знаю, но карта реально прикольная получилась. Может быть, тебе эта карта понравится. Может, с тобой мы еще обсудим ее, поговорим о ней. Поэтому погнали. Появляемся мы вот здесь. На 2 штучки ящиков есть. Это тоже прекрасно. Ага. Так, у нас там рикошет. Идем сюда. Так, прыгаем. Угу. Тут водичка. 8-й год тут. Да, как вы... Так, окей. Так, прыгнули бы еще разочек, да? То бот какой-нибудь тут появится, я вот не знаю. Резко кто-то появляется из портала, и потом ты думаешь, блин, классно, круто. Кроме того, что нам прыгнуть сейчас надо будет здесь. Желательно грамотно, да. Мы ничего не могли сделать. Но отлично, мы уже тут на середине будем смотреть, патрулировать здесь все. И сейчас выйдем на центр. Сразу же хочу сказать то, что порталы здесь зеркальные. Такие прикольные. Давайте пойдем сюда. Соберем ящики. И как-то так. Не знаю, вот лично в этом ущелье, я считаю, можно для Шелли хорошо, для рикошета, потому что вот посмотрим сейчас. Он, конечно, не бьет об стенки, но посмотрим, может вдруг дать. Так, окей. Угу.
аккуратненько. Вот, как я тебе про это и говорю, то, что у нас может тут зажать. Потому что нам надо выйти правильно, стенку выбрать и выйти сюда. Почему? Потому что все равно карта зеркальная, нам все равно придется выходить либо туда, либо сюда. На бой. Кактусики тут красивые стоят, да? У нас дольки немножко осталось. Мы смотрим сейчас, сможем ли мы ее добить. Так, нормально. Угу. Вот попали. Косая ульта. Ну и добили мы. Классно, классно. Спасибо. Вот так. Всем спасибо за просмотр. Если тебе понравились карты, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно делись такими картами с друзьями. Ну и также приходи на стримы. Почему? Потому что мы на них играем, на этих картах, оцениваем их, и благодаря вам я создаю еще новые карты. И, возможно, когда-нибудь моя карта войдет в глобал, и, возможно, вы на ней поднимать будете кубки. В общем, всем спасибо за просмотр, желаю удачи, всем пока. Вот сколько тут миллион пружин, просто миллион. Ты когда-нибудь видел такие карты с миллиард пружинами? База немного напоминает на кота, либо же на какое-то другое животное. Почему? Потому что тут как бы это уши являются, это глазки, а это носик с ротиком. Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня мы поиграем в ограбление. Такая у нас карта. Возьмем кольта и будем тащить. Карта необычная, параллельная такая у нас. На ней хорошо дальники тащат и динамайк, наверное, тоже будет тащить. Сейчас посмотрим, поиграем. Видишь, тут надо аккуратненько попадать в дырочку, либо же перепрыгивать на сторону противника. Так, сейчас, по-моему, они уже сейчас возрождаться тут будут. Да? Мы тут обратно вернемся. Прыгаем, ура! Вот тут, конечно, не особо хорошо было, хотя у нас, если бы была бы пулька, было бы лучше, да? Динамайк правильно здесь запрыгнул. Почему? Потому что тут он будет слишком сильно тащить и выигрывать. Ну, то есть, как оборона, он классно здесь будет. Так, но он особо сильно не понимает, потому что это бот, но все же.
по сейфу будем наносить урон. Ну, оборона здесь, конечно, интересная, но нужно защищаться, одним словом. Скорее всего, от защиты играть надо, чем играть и тащить, как бы, ну, сносить сейф. Поэтому сейчас так и идет. Так, нам первый урон получили мы по сейфу, да? Ну, нормально, нормально. Если кто-то идет, ты можешь перепрыгнуть сюда, если так, то ты можешь обратно выпрыгать. Ну, и у них какое-то преимущество было. Потому что у них Беа, которая тоже что будет хорошо тащить. Ну, я думаю, Байрон здесь будет очень хорошо помогать. Да, получилось, нормально. Ну и как бы такие дистанционные карты, которые наносят дальний урон, то нормально будет. Я попал. То сейчас я беззаботно наношу урон, а ничего не может сделать. Ну, пока он не примет, нет, не делает. Поэтому карта необычная, прикольная. Возможно, мы с вами поиграем на ней когда-нибудь в будущем. Может, какой-нибудь турнир проведем, я не знаю пока еще. Ну, все решается, понятно, и мною, конечно же. То есть, ну, не знаю, пока, друзья мои. Возможно, сейчас прыгнем сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейф, наносим урон. Ну и у них осталось 57%. Ну, то, что я и говорю, то, что тут играть надо от защиты, протачить очень сложно сейф. Почему? Потому что ты возрождаешься у этого сейфа, и ты уже ничего не можешь сделать практически, кроме обороняться, защищать. Ну и как-то так. Угу. Следующая карта у нас называется в обход. Возьмем здесь также кольта. Пайпер тоже будет здесь тащить. Ну, то есть, в чем суть этой карты? То есть, ты прыгаешь сюда, и потом только нападаешь в сейф. Переходим к этой карте. У нас тут в команде Динамайк плюс Примо. Летим сюда. Также можно здесь оборонять сразу же сейф. И как они сделали, допустим, вот. Молодцы. Также они летят правильно, да. К сожалению, Примо не может понять то, что нужно лететь. Но Примо здесь вообще никакой пользы, я думаю, не будет наносить, кроме обороны. Так, смысла от него никакой не будет. Ну, хитрость в чем заключается? В том, то, что не перепрыгнув эту, как бы так скажем, территорию, ты не сможешь ничего сделать. Но смотри, мы что сейчас с тобой сделаем. Мы вот так сделаем, мы будем наносить урон. Халявный урон от кольта. Что же еще? Понятно, сейчас дело уничтожим эту. Обалдеть, сколько тычек мы пропустили. Ну и вот так наносим урон. Понятное дело, если бы реальные игроки были бы, то перепрыгнули сюда к нам на сейф, и мы бы тоже оборонялись бы. Поэтому карта необычная, прикольная. И обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Следующая карта у нас называется «Живой ручей». Почему она называется? Почему? Потому что тут такой ручеек, который идет к середине и разливается на 4 маленькие речки. Поэтому посмотрим. Вот сюда мы переходим. Тут у нас еще важный нюанс, надо понимать, куда сейчас лететь нужно и куда смотреть. К сожалению, сейчас боты этого не понимают, то, что сейчас давайте перелетим к ним, может поможем понять то, что тут нужно прыгать. Также эта база немного напоминает на кота, либо же на какое-то другое животное. Почему? Потому что как бы это уши являются, это глазки, а это носик с ротиком. Ну, скорее всего, даже на кота похоже, да? Давайте нанесем пару тысяч и все, забираем сейф. Тоже прикольная карта. Следующая у нас необычная карта такая, с необычным названием, называется «Приглянка». Почему? Потому что, ну, очень-очень много пружин. То есть, ну, сложно понять, куда прыгать надо. Каждый же поднимается здесь. Это же сейф, получается, правильно, да? То есть, надо еще понять, как к сейфу попасть. Тоже это достаточно сложная работа. Ну, понять алгоритм, куда надо прыгать. Так, мы сюда прыгнем. Кстати, это наш сейф здесь, получается. Значит, нам надо куда-то туда прыгать, да? Сейчас прыгнем. Нашего Динамайка уже подбили немножко сильно, да?
Ну, Брок здесь будет тащить. Почему? Потому что у него есть гаджет. Ой. Хотя Шелли тут, конечно, неожиданно появилась. И от Брока, можно сказать, ничего не оставила. Прыгаем. Динамайт там прыгнул, тоже был плюс. Ай-яй-яй-яй. Прям на Шелли опять, да? Как это, знаешь, замкнутый круг, которого ты не можешь выйти. Но нет. Плюс в том, то, что... Вот, они, видишь, попали к нам на сейф. Это вот это уже не особо хорошо, но не волнуемся. Мы тащить сейчас будем, поэтому как-то так. Так, прыгаем сюда. Нас подбивает Пайпер и... Ну и смотрим, безусловно. Так, ну что? По сути, какая пружина должна закинуть нас туда? Я не помню. Какая-то вот должна пружина нас закинуть туда. Прямо к сейфу. Ну и мы должны тащить благодаря этой пружине. Ну, то есть нужно цикл определенный пройти. Правильный цикл. Который принесет тебе победу и попадешь ты правильно. Ну тут уже карту немного подломали. Испортили. Давайте мы потом еще эту используем. Да, отлично. Ай. Плохо, но пока мы тащим, на 3% у нас больше, чем у них, поэтому это хорошо, классно. Ну и тащим, безусловно, мы. Летим сюда, появляемся тут и, ну, и прыгаем, безусловно, сюда. Так, ну что, мы сейф тут уже можем задеть, да? Я прав? Шелли. Давай сюда прыгаем аккуратно. Ну вот мы уже у их сейфа и начинаем его ломать. Так, он уже заметил то, что мы тут хорошо сейф начали ломать. Ну и понял то, что нужно. Вот эта пружина, на которую можем сразу в сейф попасть. На нее сложно попасть на самом деле, но и... 6% осталось нормальненько. И крайняя карта на сегодня называется Багами Бравл. Ну, сами можете посудить. Вот как такое можно поставить? Погнали на Шелли. Ну, видишь, ну сколько тут пружин? Тут миллиард пружин просто-напросто. Но суть в этой карте не то, что показать как бы именно то, что тут миллион пружин, а суть в том, то, что именно как бы понять, куда ты прыгнешь благодаря этому алгоритму пружин. Может тебе понравится эту карту, может ее одобрят. Ну и как-то так. Так, Фрэнк аккуратненько тут. Ай, не попали мы по Фрэнку. Ну ладно. Вот сколько тут миллион пружин? Просто миллион. Кто-нибудь видел такие карты с миллиард пружинами? Ну, как-то так. Вот на этом видос уже подходит к концу. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и обязательно голосуйте за наши карты. Всем удачи и пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и обязательно голосуйте за наши карты. Всем удачи и пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и обязательно голосуйте за наши карты. Всем удачи и пока.